Друзья, приветствую на канале. Готовлю очень вкусный шоколадный кето-торт Merci с пышным клубничным суфле на сливках и шоколадной глазурью из сметаны и какао. Торт Merci подходит для всех, кто придерживается низкоуглеводного питания, соблюдает кето, либо не употребляет глютен. Влажный и очень пористый шоколадный бисквит изготовлен из какао-порошка, без добавления альтернативной муки. Готовится торт Merci очень просто и из доступных продуктов. Для суфле желатин заливаю водой, перемешиваю, оставляю набухать. В яйца добавляю эритритол и соль, вымешиваю миксером. Добавляю растительное масло, просеиваю какао-порошок. Добавляю разрыхлитель, перемешиваю миксером. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой, перемешиваю. Тесто выкладываю в форму для выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. В клубнику добавляю эритритол, пробиваю блендером. Клубничное пюре оставляю на столе. Шоколадный бисквит оставляю на решетке, а затем убираю в холодильник. Разъемное кольцо от формы, в которой выпекался бисквит, обтянул пищевой пленкой. Очень важно не закрывать кольцо в замок, чтобы оно было чуть шире, чем тот размер, в котором выпекался бисквит. Вставляю ацетатную ленту. Холодный шоколадный бисквит разрезал на 2 шоколадных коржа. Внутри коржи очень пористые и влажные, не нуждаются в пропитывании. Сливки взбиваю миксером до очень мягкого крема. Крем должен получиться мягкий, без устойчивых пиков. Поэтому главное вовремя остановиться при взбивании сливок. Набухший желатин необходимо растопить до горяча. Я растапливаю в микроволновой печи, также можно растопить на плите. Вливаю горячий желатин в клубничное пюре, тщательно перемешиваю. Вливаю клубничное пюре во взбитые сливки. Интенсивно перемешиваю, чтобы желатин не успел схватить суфле. Больше половины клубничного суфле выкладываю в подготовленную форму. Закрываю первым шоколадным коржом, немного утапливаю корж в клубничном суфле. Выкладываю оставшееся клубничное суфле. Распределяю суфле по коржу. Закрываю вторым шоколадным коржом. Фиксирую корж на суфле. Убираю форму с тортом в холодильник примерно на 3 часа. Для глазури в эритритол добавляю какао-порошок. Перемешиваю. Сотейник со сметаной, установленный на слабом огне, выкладываю сухую смесь. Интенсивно перемешиваю, чтобы эритритол растворился в горячей сметане. В горячую основу добавляю сливочное масло. Перемешиваю, чтобы масло растворилось. У охлажденного торта снимаю кольцо и извлекаю ацетатную ленту. Переворачиваю сверху вниз. Отделяю пленку. И снова фиксирую ацетатную ленту вплотную к торту. Одеваю кольцо, не закрывая на замок, форму. Выкладываю теплую шоколадную глазурь. Распределяю глазурь по торту. Убираю торт в холодильник примерно еще на 2 часа. Извлекаю кольцо, отделяю ацетатную ленту. Торт Merci — это изысканный вкус и нежная текстура. Это настолько вкусно, что одной порции будет мало. Шоколадный кето-торт Merci с клубничным суфле и шоколадной глазурью получился очень вкусный. Все, кто придерживается низкоуглеводного питания, соблюдает кето, либо кто просто не употребляет сахар, либо глютен, это отличный вариант. Наверное, изысканный, лучше сказать. Изысканный? Да. Чтобы приготовить такой изысканный шоколадный торт. Вкусно? Очень вкусный такой торт. Кушай,